Друзья, приветствую! Ом Нама Шивая, Ом Намо Нараяна. Сегодня я хочу немножко рассказать о священном месте гора Кайлаш. Это великое место, рядом находится озеро Манасаровар, есть еще озеро Ракшас. И это великое место не только для хинду и индуистов. Вот для нас мы считаем, что там проявлены энергии Шивы, Махадева. То есть безначального абсолютного высшего сознания, вот там эти энергии сконцентрированы. Есть много Упанишад, историй, легенд о разных приключениях Шивы, Парвати, богов, демонов, связанных с Кайлашем. Это очень сильное место, и оно священно еще, помимо индуистов, для трех религий. Это буддисты, это джайны и это бон религии. У них есть свои истории у всех, соответственно, но так или иначе они призваны к тому, чтобы привлечь внимание к этому месту. Просто так люди бы сказки придумывать не стали. Это действительно одно из величайших, если не самое величайшее место на планете Земля. Вот, и соответственно в этот год огненной лошади, который следующий будет аж через 60 лет, то есть в 2086 году, эти энергии особенно сильные. Вообще в год лошади, кстати говоря, родился Будда Шакьямуни. А вот огненная лошадь, огонь, у него много символов. И огонь символизирует огонь трансформации, физической, психической и духовной. Поэтому этот, соответственно, год, посещение горы в этот год, осуществить парикраму, осуществить кору вокруг горы Кайлаш, это особо сильное, особо мощное мероприятие. Если у вас есть такая возможность, я рекомендую ее не упускать. Потому как если вам от 30 и выше, то, скорее всего, это единственный шанс в жизни. Этот год, вот это вот само событие, оно называется Маха-Кумбх Кайлаша. И его приравнивают по мощи энергии к Кумбхамеле или даже к Маха-Кумбхамеле. Но вот это событие, Маха-Кумбх Кайлаш, оно даже бывает реже, соответственно, чем Кумбхамела. В это особое время, в эти особые дни, соответственно, у человека, какой бы философии, религии, традиции он не придерживался, происходят глубинные трансформации. Какие-то происходят быстро. У людей бывают озарения, вдохновения, инсайты. Они что-то видят, ощущают, чувствуют. А бывают те семена, которые падают на благодатную почву и дают всходы позже. Но однозначно, трансформации у человека будут огромны, когда он посетит, если он посетит Кайлаш в принципе, и особенно вот в этот 2026 год, год огненной лошади. Очень благоприятно, если вы ищете учение, ищете свет, ищете знание, истину или учителя, гуру, посетить эту гору на Гуру Пурниму. Гуру Пурнима – это особое время, когда, в принципе, энергии учителей, они олицетворены в индуизме как Брихаспати, планета Юпитер, ее вот как бы духовная сущность, да, представлена как Брихаспати. Вот, влияние гуру особенно сильно в Гуру Пурниму проявляется. И способность учителей передавать знания, и также людей воспринимать учение, знания, истину, для того, чтобы вы могли их интегрировать в свою жизнь, не просто послушать какие-то истории, легенды, сказки, какую-то философию или посмотреть, как люди делают практику, а вот то, что вы сможете воспринять в это время, соответственно, интегрируется в вашу жизнь, интегрируется в вас и произведет огромные трансформации. То есть восприимчивость людей, она очень сильна в это время. Даже если вы, как вот знаете, некоторые люди говорят: ой, я что-то пробовал, я не способен, наверное, к медитации, у меня что-то какой-то беспокойный ум, или вот йога у меня там не очень получается, или там, не знаю, философию, духовные системы вы пытались изучать, и как-то что-то вот не получалось, что-то не шло. То вот это вот то время и то место, которое тысячекратно усилит вашу возможность восприятия, ваши способности не только к обучению, но и к собственной духовной трансформации, которая, как правило, отражается и на физическом состоянии человека, и на его социальной жизни и реализации. Вот. Рекомендую, ну, скажем, использовать такие возможности, которые дает нам Вселенная, Бог. Они бывают нечасто. И вот в данном случае такое особое положение энергии, особое положение планет,
движение нашей Солнечной системы в галактике. Вот это все имеет особое сочетание. Если кому-то интересен физический смысл, то есть все имеет энергии свои, все имеет свое излучение, которое мы можем увидеть или не можем увидеть. Мы можем воспринимать приборами. Есть виды излучения энергии, которые мы пока приборами не можем воспринимать, но они есть. Они оказывают на нас воздействие. И это объективный факт. Ну, элементарно, посмотрите, бывают вспышки на Солнце или какие-то короны, и люди метеочувствительны, их чувствуют. Бывают особые положения фаз Луны, которые влияют на наши будхи, на наше сознание. Это тоже люди чувствуют. Луна связана со всеми жидкостями, как у нас в организме, так и с жидкостью с океаном на планете. Женщины прекрасно знают, что у них циклы женские приходят по лунному календарю, а не по солнечному. Так вот, все имеет значение, все имеет свои особые энергии. И вот они сконцентрированы особо сильно вот в этом месте, гора Кайлаш, озеро Манасаровар, и, соответственно, в это время. То есть этот год, он удивительный год огненной лошади, очень много что будет происходить в мире, и с каждым человеком, с его трансформационным процессом, соответственно. Вот. И, соответственно, если у вас есть возможность совместить и в этот год, и на Гуру Пурниму, да еще и попасть к Кайлашу, то это удивительная возможность, которая вряд ли в жизни повторится. Вот. Я бы рекомендовал ее использовать для того, чтобы вы могли выйти на другой уровень во всех аспектах. У вас и изменится здоровье физическое, и улучшится социальная реализация, и психическое состояние, и энергетическое, и, соответственно, духовное. Вот, поделился с вами такой информацией, надеюсь, она вам будет полезна. Ом Намах Шивая, Ом Намо Нараяна.